История одного из самых востребованных актеров современности началась в крупнейшем городе Турции – Стамбуле. Именно здесь, 24 декабря 1984 года, он появился на свет. Семья будущего артиста была далека от мира большого кино, отец занимался частным бизнесом и из-за бесконечных рабочих поездок редко бывал дома. Весь уют и воспитание легли на плечи матери, которая посвятила себя домашнему хозяйству и заботе о сыне и его старшей сестре Бурджун. В ранние годы Бурак рос довольно усидчивым ребенком. Его главной страстью были мультфильмы, он мог проводить перед экраном телевизора долгие часы, наблюдая за приключениями нарисованных героев. Мальчик настолько сильно вдохновлялся историями о спасителях мира, что со всей серьезностью обещал близким, когда он вырастет, то обязательно станет бэтменом. Однако по мере взросления супергеройские амбиции сменились обычными мальчишескими увлечениями. Бурак стал душой компании, проводя свободное время с друзьями на футбольном поле или в тренажерном зале, формируя тот атлетичный образ, который позже узнает весь мир. После получения школьного аттестата Ащевит решил связать свою жизнь с искусством и поступил в университет Мармара в Стамбуле. Там он успешно осваивал тонкости кинопроизводства, изобразительного искусства и фотографии, получая высшее образование. Обладая яркой внешностью и впечатляющим ростом 184 сантиметра, молодой человек не остался незамеченным. Он начал пробовать свои силы в модельном бизнесе и вплоть до 2006 года удерживал статус одного из самых успешных манекенщиков страны. Путь Бурака к вершинам фэшн-индустрии был отмечен важными победами. Он не раз боролся за признание в профессиональной среде и в 2003 году наконец завоевал титул лучшей модели Турции. Спустя еще пару лет его ждал международный успех. На мировом конкурсе среди мужчин-моделей он занял почетное второе место. Интересно, что в эту профессию парень пришел по наставлению отца. Увидев однажды по телевизору модный показ, глава семьи признался, что очень гордился бы сыном, если бы тот смог реализоваться в этой сфере. Блестяще выполнив это пожелание и достигнув триумфа на подиуме, Бурак привлек к себе пристальное внимание кинорежиссеров. Это стало началом исполнения его главной мечты, о которой он грезил еще со старших классов школы. Кинематографическая биография Бурака началась в 2006 году. Свою дебютную, хотя и небольшую роль он получил в молодежном триллере под названием «-18». На экране он предстал в образе привлекательного комиссара полиции по имени Мурат, который занимался расследованием цепочки загадочных и пугающих происшествий. Примечательно, что его партнершей по съемочной площадке стала Тугба Караджа, обладательница титула «Мисс Турция» 2003 года. Однако настоящий виток популярности и оглушительный успех пришли к Ащевиту благодаря участию в масштабном историческом проекте «Великолепный век». В этой саге он блестяще воплотил образ легендарного османского воина Малкачеглу Балебея. Его персонаж – романтичный и бесстрашный герой, неоднократно доказывавший свою преданность султану Сулейману, мгновенно завоевал симпатии зрительниц по всему миру. Специально для этой роли Бурак отрастил узнаваемые усы. Этот элемент образа оказался настолько удачным, что задал новый тренд в мужской моде по всей Турции. Следующая творческая работа возвела актера в ранг звезд первой величины. Речь идет о новой экранизации знаменитого романа Ришада Нури Гюнтекина «Королек. Птичка певчая». В этом проекте Бурак перевоплотился в Кямрана, главного героя и возлюбленного центральной героини. Интересно, что на роль Фериде сначала претендовала другая актриса Мерве Балугур, но обстоятельства сложились так, что роль перешла к Фахрие Эвджен. Позже Ащевит признавался, что эта история была ему дорога еще со школьной скамьи, поэтому он с огромным воодушевлением включился в съемочный процесс. 2019 год стал для Бурака временем настоящего триумфа. Он возглавил каст масштабного исторического сериала «Основание. Осман», где примерил на себя образ Османа I. Проект мгновенно взлетел на первые строчки рейтингов, обойдя даже самые популярные криминальные драмы того времени. Ради этой роли актер вновь сменил имидж, его знаменитые усы стали еще гуще, а короткую стрижку сменили эффектные длинные волосы. Закулисная жизнь актера всегда находилась под пристальным вниманием мировой прессы. На протяжении долгого времени Бурака связывали серьезные чувства с фотомоделью Джейлан Чапой.
Однако в конце 2014 года, после многолетнего романа, в их отношениях была поставлена точка. Главной причиной разрыва называли неконтролируемую ревность со стороны избранницы Ащивита, которая только усиливалась из-за его крайне плотного рабочего графика. В медиапространстве активно обсуждали слухи о том, что Джейлан изводил актера постоянными подозрениями. Рассказывали даже, что она могла внезапно появиться на съемочной площадке без предупреждения, чтобы лично убедиться в верности своего партнера. Именно в этот непростой период, во время работы над сериалом «Королек. Птичка певчая», Бурак впервые встретил Фахрие Эвджен. На тот момент он еще состоял в отношениях с Джейлан, и та, почувствовав угрозу, сразу же проявила неприязнь к исполнительнице главной роли, усилив свой контроль над актером. Первое знакомство актеров не сразу переросло в нечто большее, однако в 2015 году судьба снова свела их вместе. Это произошло во время работы над лирической картиной «Любовь похожа на тебя». Бурак в этом проекте был не только исполнителем главной роли, но и продюсером, и именно он пригласил Фахрие в фильм. В этот момент между ними пробежала настоящая искра. Прежние отношения актера окончательно остались в прошлом, и он с головой погрузился в новый роман. Несмотря на слухи о непростом характере Фахрие, сама актриса в интервью подчеркивала, что не собирается менять привычки любимого человека, так как выбрала его именно таким. Вскоре влюбленные начали жить вместе, Бурак переехал к невесте, решив, что так будет удобнее. Прожив в гражданском браке несколько месяцев, пара решила официально оформить свои отношения. Торжество, которое состоялось 29 июня 2017 года, поклонники сразу окрестили событием века. Церемония прошла в невероятно красивом месте, на исторической вилле на самом берегу Босфорского залива. Несмотря на закрытый формат мероприятия, кадры со свадьбы мгновенно разлетелись по социальным сетям. Праздник поражал своим размахом. Фахрие за вечер сменила 3 шикарных платья, а свой первый супружеский танец молодожены исполнили под нежную современную мелодию. После пышного торжества пара отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы, хотя ради этого Бураку пришлось отказаться от заманчивого предложения арабских бизнесменов провести медовый месяц в Дубае за их счет. Спустя год, в 2018-м, в семье произошло радостное событие – родился первенец, которого назвали Карен. Бурак проявил себя как очень вовлеченный отец. Несмотря на занятость, он взял на себя обязанность каждый вечер лично укладывать сына спать. Жизнь звездной четы постоянно сопровождалась домыслами. Поклонники то подозревали скорое прибавление в семье, то обсуждали возможные визиты актера к пластическим хирургам. Однако официальное заявление о втором ребенке пара сделала лишь в июле 2022 года. Радостное ожидание омрачалось лишь слухами в прессе о мнимых семейных ссорах, которые Ащивит быстро опровергал счастливыми совместными снимками. В январе 2023 года на свет появился их второй сын Керем. Последние годы также не обошлись без испытаний. Интернет-пользователи бурно обсуждали возможный разлад в семье, приписывая супругам сцены ревности и даже подготовку к разводу. Когда напряжение достигло предела, Фахрие Эвджен публично призвала журналистов уважать их частную жизнь, пообещав решать вопросы с клеветой в судебном порядке. Несмотря на все сплетни, пара остается вместе. Летом 2025 года знаменитости отметили 8-ю годовщину своего союза, а в начале 2026 года вся семья отпраздновала 3-й день рождения младшего наследника Керима. На этом история Бурака Ащивита не заканчивается, ведь впереди у него еще много ярких ролей. А какая работа актера ваша любимая? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые биографии любимых звезд. До встречи в новых выпусках!